Всем привет, меня зовут Артем, и вы на канале Коптим Вместе. Сегодня у нас будет не совсем обычное видео. Почему? Да потому что в нашем кулинарном союзе проходит международный Food Challenge. У нас есть организация, которая называется Кулинарный союз. В ней состоят разные фудблогеры как с России, так и с других стран. И этот челлендж у нас будет сделан следующим образом. Мы друг другу передаем те или иные продукты, из которых потом готовим. Сегодня мне выпала честь получить интересный продукт. Простой, но вкусный, да, также можно его назвать, от Николая, канал Мистер Кекс, который находится в городе Армавир. И сейчас он мне пришлет, а мы сейчас посмотрим, что же он мне пришлет, что же он мне бросит. По дворовому футболу. Ага, ловим. Оп! Опачки! Капуста прилетела, молоденькая. Колян, спасибо. Сегодня с этой капустой я приготовлю вкуснейшие щи по-старорусски. Итак, начинаем приготовление. Поскольку мне прилетела вот капусточка, так с нее и начнем приготовление. Разрезаем ее на две части. Кстати, забыл сказать, то, что сегодня готовить мы будем в афганском казане. У кого нет афганского казана, вы можете приготовить в котелке. Если у кого-то даже есть печь, это будет просто потрясающе. А также можно просто в квартире, в домашних бытовых условиях приготовить в обычной кастрюле. Для моего рецепта, а точнее даже для моего казана, который объемом 5 литров, достаточно будет половина кочана капусты. Так, нарезал я на такие, не знаю, как их назвать, полустейки, что ли. Ну, в общем, теперь я это дело все перерезаю на две части, чтобы у нас не было огромных капустных листов, таких долек. Все, замечательно. Капусту нашинковал, нарезал, убираю ее вот в эту гастроемкость. Капуста еще, посмотрите, вот так вот подраспушилась. Для данного объема вообще ее более чем достаточно. Очень вкусная капуста, ребята. Класс. Отставляю капустку в сторону. Пусть ждет своего часа. А тем временем займусь картофелем. Резать я его буду средним кубиком. Мельчить сильно тоже не нужно. Я лично хочу, чтобы каждый ингредиент в данном блюде чувствовался. Далее давайте нарежем лук с морковью. Самую сложную и слезливую работу сделаем. Режем лук на средний кубик. Для этого блюда мне достаточно одной луковицы. Кстати, весь рецепт я распишу в конце видео. А то многие из вас спрашивают, где рецепт, ты обещал, а не сделал. Всегда в каждом своем видео рецепты я расписываю в конце. Так, с луком я справился. Теперь отправляю его в мисочку и нарезаю морковь. Морковь сначала режу напополам и далее такими слайсами, полосками, чтобы потом сделать кубик. То есть морковь мы с вами будем нарезать кубиком. Хотя вы можете ее потереть и на терке, как вам удобно. Но я вот решил сделать именно таким образом. Сильно мельчить не нужно, потому что рецепт у нас по-старорусски. А насколько мне известно из старинных, так скажем, относительно кулинарных книг, что на Руси любили, как у нас говорится, большому куску и рот радуется. Поэтому вот не стоит здесь прям вот слишком сильно мельчить. Замечательно. Лук с морковью отставляем в стороночку. И теперь нарежем мясо. Кстати, мясо я взял свиной карбонат. Он
достаточно постный. Ну, точнее, вообще, в принципе, это мясо постное. Здесь вот только есть краешек жирный. Вот. Я его сейчас, этот жирочек, уберу. Он нам не нужен абсолютно здесь. Потому что я хочу... Точнее, не то, что я хочу. Тут афганский казан так и сделает. Он все мясо сам растушит. И оно будет бесподобно нежное, мягкое и сочное. Поэтому убираю лишнее. Если хотите, можете оставлять. Это уже по вашим вкусовым предпочтениям сугубо. Кстати, этот жир, естественно, просто так не пропадет. Выбрасывать я его не буду. Я его собираю по чуть-чуть, а потом на нем можно пожарить, к примеру, картошечку. Да? Будет очень-очень вкусно. Так, все, режем мясо. Наверное, вот так вот буду резать. Перерезаю все мясо на вот такой вот кубик. И небольшой, и не маленький, средний. Но опять же говорю, чтобы он чувствовался во рту. То есть фактически режу на порционные куски. Мясо для данного блюда вы можете использовать абсолютно любое. Я вам сейчас, конечно, показываю именно тот рецепт, который готовили наши предки. Мясо нарезал и сразу буду добавлять его в афганский казан, потому что оно первым будет у нас обжариваться. Открываю казанок. Сначала наливаю подсолнечное масло, следом отправляю наши кубики карбоната. Все, пока это оставляем в покое, займемся чесноком. Для нашего блюда нам потребуется буквально пару зубчиков молодого чесночка. Чтобы чеснок максимально раскрылся, я его сейчас давлю и затем мелко-мелко буду его нарубать ножиком. Чеснок весь нарубил, отправляю его в мисочку. Следующим ингредиентом у нас будет сочный спелый красный томат. Нарезаю его в произвольной форме. Порезал я дольками, и теперь эти дольки я разрежу еще на две части. Вот, замечательно. Какая у нас красота на доске. Этого количества помидора более чем достаточно для 5-литрового казана. И сейчас мы будем с вами нарезать, рубить зелень. Укроп и петрушку я нарезал достаточно мелко. И теперь отправляю к томатам. Пришло время ставить казан на огонь. В нашем случае как на плитку. Да? Зажигаем. Ставим, раскаляем масло и начинаем обжаривать наше мясо. Это у нас будет первый этап, так скажем, приготовления. Вот до такого состояния мы обжариваем мясо, добавляем лук и морковь, засыпаем их в казан. И теперь тщательно перемешиваем, пассируем лук с морковью. 3-4 минутки и будет более чем достаточно. Обратите внимание, весь процесс приготовления на данный момент на сильном огне, на сильном жаре. Вот до такого состояния мы обжариваем овощи. Пришло время добавить воды. Воды, естественно, полный казан я наливать не буду. Сейчас посмотрим, сколько войдет, я вам скажу. Так, воды налил примерно где-то 1,5 литра, может где-то литр 700. Теперь добавляю следующие ингредиенты. Это картофель. Ссыпаем его в казан. Далее добавляю помидоры с зеленью. Так, теперь закладываю капусту. Наверное, прям вот так руками. Вы не переживайте, то что объем капусты слишком велик. Она естественным образом
растушится, отдаст свой сок и уменьшится в размерах. И добавляем чесночок. Теперь наша задача посолить, добавить перчик черный горошком и закинуть несколько лавровых листиков. Естественно, все это дело добавляется по вкусу. Итак, друзья, все ингредиенты в котелке. Пришло время его закрывать. Закрываю и расскажу вам про временной регламент. Как только казан засвистит, мы засекаем с вами буквально 40 минут. Затем дадим настояться там 10-15 минут, не больше. Накрываем дегустационный стол и пробуем. Перед работой казана проверяйте клапана. Ну, так же, как и в автоклаве. Это обязательное требование техники безопасности. Все, закрываем. Закрываем. И теперь мы, так скажем, готовим на медленном огне. Здесь нам никакая спешка не нужна, чтобы не было у нас избыточного давления. Потихонечку наши щи протомятся, приготовятся, будут ароматные, наваристые и вкусные. Пока ждем, встретимся на дегустации. Итак, дорогие друзья, щи готовы, и мне уже не терпится их отведать, отпробовать, отдегустировать как следует. Посмотрите, какая красота получилась. Я уверен, что будет очень вкусно. Так, ну что, пробую, ребята, пробую бульончик сначала. Хочу попробовать, что же получилось. Ребята, я даже себе представить не мог, что получится именно настолько вкусно. Елки-палки, это просто необыкновенно. Это восхитительно. По соли просто в меру, просто изумительно, идеально. Пользуясь случаем, хочу передать большой привет своим братьям, так скажем, по кулинарному делу, да, своему кулинарному союзу. Пожелать им максимального здоровья, счастья, благополучия и развития своих каналов. Ребята, будьте здоровы, будьте счастливы, и обязательно все у вас получится. А также огромный привет всем моим друзьям по ту сторону экрана и те же самые пожелания. Так что за вас, за всех, дорогие друзья, подниму рюмочку домашнего свойского продукта. Фу. Хорошо. Хлебушек черный, бородинский, замечательно. Пробуем. Точнее, уже даже закусываем. Мясо нежнейшее, как в тушенке. Ой, обалдеть, ребята. Это вот просто вкуснейшие щи. Вот щи да каша, еда наша, да. Я просто в восторге. Ладно, я чуть позже буду доедать все это блюдо. А пока хочу передать челлендж своему другу. Его зовут Алексей. Он проживает в городе Зеленоград Московской области. Я хочу, чтобы он приготовил кое-что интересное, кое-что вкусное из креветок. Точнее, таких прям даже, креветки, лангустины, кто как их называет. Сейчас я ему отправлю эти кревентосы. Лёш, приготовь что-то классное, как ты умеешь. Ну что, полетели? Если же вам понравилось данное видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, на каналы ребят. Ссылки я оставлю прямо под этим видео. Заходите, посмотрите вообще, что такое кулинарный союз, в чем заключается челлендж и кто что готовит. Будет очень интересно. А также пишите нам комментарии, ставьте большие пальцы вверх и давайте дружить вкусно.
И не забывайте про наши соцсети. Это группа ВКонтакте, группа в Телеграме и Яндекс.Дзен площадка. Подписывайтесь и давайте дружить вкусно. Всем пока, до новых встреч. Все ссылки прямо под этим видео.